В работе «Доказательства эволюции» под редакцией господина Маркова есть глава с названием «Чем гипотезы и теории отличаются от доказанных фактов». Человеку, имеющему дело с философией, сразу бросается в глаза, что словосочетание «доказанный факт» содержит в себе противоречия. Дело в том, что факт – это не то, что нужно доказывать. Факт – это то, что наблюдается, ощущается и воспринимается. Факт – это непосредственно переживаемая очевидность. Стало быть, если что-то приходится доказывать, значит это не очевидно, а значит не является фактом, а является логическим выводом. Так, многообразие видов – это факт, который мы можем непосредственно наблюдать. Но то, что все виды происходят во времени от единого первопредка, так называемая макроэволюция, это не факт, а умозаключение, сделанное на основе наблюдения многообразия видов. Откуда возникло словосочетание «доказанный факт»? Почему ученые постоянно говорят, что эволюция – это доказанный факт? Дело в том, что существует разница в понятиях «факт» и «научный факт», и эту разницу противники теории эволюции, к сожалению, не замечают. Понятие научного факта содержит в себе несколько хитрых нюансов, которые позволяют эволюционистам и вообще ученым одерживать верх в споре с теми, кто сомневается в правильности научных выводов. Как же возникло понятие научного факта? Поскольку человек – это ограниченное во времени и пространстве существо, то каждый из нас не может убедиться в том или ином факте непосредственно. Так, например, для тех из нас, кто не был в Австралии, ее существование не является непосредственно наблюдаемым фактом. Но мы доверяем свидетельствам людей, которые там были, и поэтому считаем существование Австралии фактом. Так что если какие-то факты мы не можем пережить непосредственно, нам приходится принимать их на веру. Соответственно, возникают сообщества людей, для которых нечто является фактом, потому что они доверяют свидетельствам тех, кто с этим фактом непосредственно имел дело. Как следствие, среди разных групп людей возникают различные картины мира, в которых описываются разные факты. И то, что в одной картине мира и для одной группы людей признано фактом, в другой картине мира фактом может и не признаваться. Например, для верующего человека существование Бога – это факт, засвидетельствованный самим Богом и авторитетными людьми, которые непосредственно переживали его присутствие. Но этот факт не признается в научной картине мира, так как эта картина ограничена только физическими явлениями и абстрагируется от всех метафизических причин. Исходя из этого, ученые выработали свое понятие факта, которое охватывает не вообще всю действительность, как философская категория факта, а лишь сферу природных явлений. Читаем в Википедии. К фактам относят также утверждения, доказанные в рамках научной картины мира. Научный факт. В этой связи в научном сообществе обсуждаются вопросы о характере процессов, в результате которых утверждение становится общепризнанным фактом, а также о границе, отделяющей теории от фактов, возможно ли их четко разделить и так далее. То есть научный факт – это вовсе не то, что непосредственно воспринимается. Научный факт совмещает в себе и результаты непосредственных наблюдений, и умозаключения, и договоренность ученых о том, что именно данные выводы они будут считать научным фактом. То есть научный факт – это смесь наблюдений, логических выводов и договоренностей, имеющих значение только в рамках научной картины мира. Поэтому господин Марков и пишет: очень многие научные истины, доказанные факты, недоступны непосредственному наблюдению. То, что биологическая эволюция реально происходила и происходит на нашей планете, это факт. Но для объяснения этого факта, для объяснения путей и механизмов эволюции, для понимания деталей этого процесса существует и постоянно развивается и совершенствуется большая и сложная совокупность научных представлений. Сюда входят и гипотезы, и теории, и факты, которую называют теорией эволюции или эволюционной теорией. Обратите внимание, что здесь слово «факт» используется дважды в разных значениях. Биологическая эволюция – это факт, для объяснения которого существуют факты. В первом значении это научный факт, который требует объяснения. Во втором – это непосредственно наблюдаемый факт, который используется для объяснения. Таким образом, говоря о научном факте и при этом опуская слово «научный», ученый создает у обывателя
иллюзию того, что макроэволюция доступна непосредственному наблюдению, то есть является непосредственным фактом. Согласитесь, очень удобно иметь такое гибкое понятие факта, которое подтверждает именно вашу картину мира. Даже если вы отрицаете эволюцию, вы не можете не согласиться с утверждением, что эволюция – это доказанный научный факт. По той простой причине, что слова «научный» и «доказанный» означают, что группа людей, именуемая учеными, признала эволюцию фактом в рамках научной картины мира. И пока вы находитесь в рамках этой картины мира, вы ничего не сможете с этим поделать. Поэтому, к сожалению, приходится признать, что, споря с эволюционистами, креационисты занимаются бессмысленным и бесполезным делом. Они пытаются одержать победу на чужом поле, подстраиваются под правила игры, заранее установленные их противниками, пытаются апеллировать к пресловутым научным фактам, тем самым признавая правоту научной картины мира. И в этом заключается их главная методологическая ошибка. Нелепо опровергать научную картину мира научными же фактами. Для целостного взгляда на мир эта картина изначально ущербна, так как ограничена своими же научными рамками. Поэтому нужно строить целостную картину, опираясь на логику и классическую философию. Точно так же, как ученые для своих целей ввели понятие научного факта, креационисты могли бы ввести в свой обиход понятие, скажем, теологического факта. И тогда они со своих позиций могли бы делать столь же сильные утверждения, как и господин Марков. Очень многие богословские истины, доказанные факты, недоступны непосредственному наблюдению. То, что сотворение мира реально произошло, это факт. Но для объяснения этого факта, для объяснения путей и механизмов демиургии, для понимания деталей этого процесса существует и постоянно развивается и совершенствуется большая и сложная совокупность богословских и философских представлений. Сюда входят и гипотезы, и теории, и факты, которую называют концепцией сотворения. Что на это можно было бы возразить? Да ничего, потому что, перефразируя эволюционистов, можно сказать, что сотворение мира – это теологический факт, который признан миллионами богословов и философов по всему миру. Кстати, точно таким же теологическим фактом является и бытие Бога. И этот факт даже более фактичен, чем научный факт эволюции, ведь в существовании Бога можно убедиться непосредственно. Для этого существует тщательно разработанная система духовной жизни, специальные практики, доказавшие свою эффективность в течение многих веков, которые могут привести человека к непосредственному созерцанию божественных энергий. Тогда как в происхождении видов от одного первопредка непосредственно убедиться невозможно ни при каких обстоятельствах. Данный научный факт в принципе не может стать непосредственно созерцаемой данностью. На все предъявленные теологические факты ученые могут только сказать, что это не научно. Но кто сказал, что научно значит лучше? Разве научно значит более логично? Нет. Наука объясняет больше фактов? Нет. Факты, которые не вписываются в научную картину, наука просто игнорирует. И лично для меня эпитет «научность» уже давно стал синонимом ограниченности. Ведь ученые сознательно и целенаправленно изгоняют из науки всю метафизику, то есть сферу финальных причин, первопричин, чтобы объяснить мир исключительно естественными причинами. Может ли такая картина быть истинной? Разумеется, нет. Ведь само понятие истины метафизично, а значит не научно, и уже заранее методологически исключено из научной картины мира. Вместо истины провозглашаются лишь относительные научные истины, то есть утверждения, имеющие значимость только в конкретную историческую эпоху среди конкретной группы людей. Но это значит, что целостная картина мира, для которой центральным предметом является истина, не может и не должна соответствовать научным критериям. Поэтому нужно выбирать либо наука, либо истина.